Привет, это Навальный, и меня тут снова разоблачает телекомпания НТВ. Гражданин Навальный в пятницу в 19:30. Совсем недавно другой главный врунишка российского телевидения, Дмитрий Киселев, рассказывал, что я агент сразу всех иностранных разведок. Сенсационный материал попал к нашему политобозревателю Евгению Попову. Это криминальная переписка мелко играющего в политику коррупционера-рецидивиста Алексея Навального с подданным Великобритании Биллом Браудером. И вы можете до сих пор найти в сети очень много смешных разборов ляпов этого фильма, вроде того, что в секретных донесениях агенты ЦРУ пишут друг другу с таким количеством грамматических ошибок, что даже любой российский школьник никогда не допустит. Ну а вот сейчас новое расследование про мои тайные миллионы. Тайная бухгалтерия борца с российской коррупцией. 1, 2, 3 дня он может получить несколько миллионов рублей. И вы даже знаете, меня как-то озадачивает тот факт, что Кремль и его пропаганда постоянно муссируют тему моих доходов или их отсутствия. Хотя ведь долгие годы я живу буквально в рентгеновских лучах. Идут обыски у меня дома и на работе, изымается документация из моего банка, из моей налоговой и из поликлиники, куда я обращаюсь. Это чистая правда и совсем даже не шутка. Все мои денежные транзакции рассматриваются просто под микроскопом, и поэтому уж про мои доходы и их полную, совершенную прозрачность и легальность Кремль знает очень хорошо. Я опять же подавал подробные декларации и о доходах, и об имуществе, когда баллотировался в мэра Москвы. Они всем до сих пор доступны в сети, идите и посмотрите. И я, в общем, считаю, что я самый прозрачный российский политик, но тем не менее Кремль вновь и вновь заводит волынку про то, что я якобы безработный, но обладаю тайными миллионами. Думаю, просто это от того, что я расследую их тайные миллионы. Ну и, конечно, их очень сильно беспокоит моя избирательная кампания. Тем не менее, в любом случае, раз такая тема возникает, и в пятницу выходит целый фильм на одном из центральных каналов, я давайте еще раз, хотя бы здесь в YouTube, расскажу о своих доходах и об имуществе и дам конкретные цифры. Срок сдачи годовой декларации еще не подошел, но я попросил своего бухгалтера просто прислать мне данные за прошлый год, которые там будут в этой декларации. И сейчас я с вами с удовольствием ими поделюсь. Итак, мой доход за 2016 год составил 8 миллионов 692 тысячи рублей, из которых 3 миллиона 419 тысяч мне выплатил родной российский Минюст по решению Европейского суда, потому что я выиграл у них суд и доказал, что так называемое дело Киров-Леса против меня было полностью сфабриковано. Поэтому, собственно говоря, можно сказать, что я заработал за 2016 год не всю эту сумму, 8,5 миллионов, а лишь 5 миллионов 273 тысячи рублей. Как я ее заработал, эту сумму? Вы знаете, что по образованию и по профессии я юрист. До 2013 года я был адвокатом, а потом меня лишили статуса адвоката, потому что осудили. И осудили по тому самому делу Киров-Леса, которое потом Европейский суд признал сфабрикованным, обязав Россию выплатить мне компенсацию, которую выплатили в прошлом году. Такая вот получается закругленная конструкция. После того, как меня лишили статуса, я не смог работать как адвокат, я сделал то же самое, что делают 99% российских юристов, занимающихся частной практикой. Я зарегистрировал ИП. То есть сейчас мое место работы официально называется индивидуальный предприниматель Навальный Алексей Анатольевич. Как ИП я имею право заключать договоры с клиентами и получать от них деньги. Все эти деньги я получаю безналично на свой расчетный счет и плачу с них налоги. В прошедшем году я заплатил государству налогами 244 549 рублей. И банк, и МВД, и ФСБ, и налоговая, все они видят все мои платежи, все мои договоры, всех моих клиентов. И ни разу на этот счет ко мне не было ни одной претензии, просто потому, что это все абсолютно легально, и тут не к чему придраться. Много ли у меня клиентов? Мало. Я, извините, довольно известный юрист и, конечно, мог бы взять больше клиентов и больше зарабатывать, но это помешало бы моей основной деятельности, политической и антикоррупционной. И здесь моя основная задача не заработать больше, а заработать столько, чтобы покрыть все расходы, чтобы мне хватило и в первую очередь на аренду жилья, которое сейчас вот главный источник моих расходов. Так что с моими доходами и их источниками все совершенно понятно. Теперь давайте взглянем на имущество. И 4-комнатная квартира в Москве. У меня есть
Квартира в микрорайоне Марьино площадью 76 квадратных метров. Последние несколько месяцев я живу в съемной квартире и вполне открыто писал, что ищу себе жилье на съем. Квартира действительно 4-комнатная, и я такую искал, потому что у меня уже большие дети, они разного пола, и их нужно было расселить уже наконец-то по разным комнатам, чтобы они перестали драться насчет того, чья сейчас очередь сидеть за письменным столом. Находится эта квартира, впрочем, совсем не в элитном центре, а недалеко от метро Автозаводская, где расположен наш офис. Автомобили. У моей жены есть автомобиль. Это Ford Explorer 2012 года выпуска. И на видео вот действительно он едет. Нью-Йоркские школы для детей. Школа для детей в Нью-Йорке. Но вот это, конечно, полное вранье, потому что оба моих ребенка ходят в московскую школу в том же самом районе Марьино. Еще там есть очень смешно про 5-звездочные гостиницы. Отели 5 звезд. Ну, то есть, конечно, бывает, я могу и в 5-звездочной гостинице остановиться, но то, что вы видите на вот этой шокирующей съемке НТВ, где я с женой, явно на 5-звездочную гостиницу, как видите, не похоже. Ну и вообще у меня есть объективная причина для того, чтобы сильно экономить, к сожалению, на путешествиях, потому что мне не дают загранпаспорт. И я не выездной уже 5 лет, и в отпуск езжу только по России. В прошлом году летом я был в Карелии, а до этого на Алтае. Ну вот, собственно, и все. И даже, знаете, как-то неприятно, что перечисление моего имущества заняло так мало места в этом видео, но что есть, то есть. И, кстати говоря, это всегда меня очень мотивирует в моей антикоррупционной работе. Я ведь вижу, что доход у меня, довольно большой, давайте честно скажем, и он больше, гораздо больше, чем у подавляющего большинства чиновников. Но я-то точно знаю, что на эти деньги нельзя жить той шикарной жизнью, которой живут они. Потому что я вот хотел бы, например, купить квартиру в Москве, но не могу и живу в съемной. И когда я вижу размеры их квартир в центре города, стоимость их машин, стоимость обучения их детей, я понимаю, что они воруют, и мне ужасно хочется их разоблачать. В заключение, как обычно, небольшая просьба. Пожалуйста, бросайте ссылку на это видео везде, где кремлевское жулье рассказывает сказки о моих тайных миллионах, секретных доходах и так далее. Если вы поддерживаете мою кандидатуру на выборах, то обязательно поставьте подпись за мое выдвижение. Это важно. Ссылка есть в описании. И не забывайте подписываться на наш канал. Здесь говорят правду.